Привет, ребята! Это «Русский язык» с Зинаидой, подкаст, где вы учите русский язык вместе с носителем. И сегодня мы поговорим с вами об автомобилях, о пробках и транспорте в большом городе. В больших городах всегда есть пробки. И люди едут утром на работу, вечером едут с работы домой. Машин так много, а дорог так мало. Конечно, все стоят в пробках, теряют свое время и нервы. Почему пробки такие большие в наших городах, особенно в Москве и в Санкт-Петербурге? Слишком много машин, да, соответственно, люди хотят комфортно ехать на работу и с работы. Но пробки всегда утром и вечером. Иногда люди выезжают раньше на работу, а возвращаются позже. Бывает, что дорога закрыта, или она на ремонте, или случилась какая-то авария. Соответственно, есть пробка в этой ситуации. Люди, конечно, могут жить без машины, но очень многие хотят иметь личный транспорт и не используют публичный транспорт, хотя это очень-очень удобно. Метро – самый быстрый способ, но утром там тоже очень много людей. Вторая проблема, что метро в Москве, метро в Санкт-Петербурге или метро в Нижнем Новгороде – это разное метро. В Москве метро очень большое, удобное, быстрое. В Нижнем Новгороде это небольшое метро. И не все районы города имеют станцию метро. Поэтому нужно использовать другой транспорт, автобусы, трамваи, троллейбусы. Трамвай – самый отличный экологичный способ и городской транспорт, способ передвижения по городу. Мы ездим, конечно, медленнее, но экологичнее. Что вы выбираете, экологию или скорость? Я очень люблю трамваи, особенно летом, потому что можно ехать и смотреть в окно. Да? Если это центр города, то вам будет интересно посмотреть город. При этом на транспорте, пожалуйста, это очень популярный способ туристов посмотреть город. Какой еще есть транспорт, который можно использовать? Это велосипеды и самокаты. Они хороши летом, но зимой на них ездить холодно и неудобно. В России, конечно, есть снег, поэтому велосипед зимой – это не самый лучший способ передвижения или не лучший транспорт. Что такое самокаты? Да, это новый способ передвижения. Я знаю, что очень много людей не любят самокаты. Я тоже их не люблю, потому что есть зона, где ходят люди, это называется тротуар. И когда человек на скорости, на высокой скорости едет на самокате, я чувствую себя небезопасно. Второй момент. Для велосипедистов в России нет дорожек, велосипедных дорожек, даже в центре. Поэтому велосипедист и водитель машины едут вместе по одной дороге. Конечно, это высокий риск аварии на дороге. Как же нам с вами решить эту проблему в будущем? Что мы можем сделать? Например, покупать электромобили. Они, конечно, дорогие, но экологичные. В России это не популярно, но в Европе многие выбирают электромобили, потому что здесь есть довольно много электростанций, где вы можете подзарядить машину.
конечно, пока это не самый популярный вид транспорта электромобили. Еще есть такая система в России, не знаю, если она на Западе, наверное, есть, это каршеринг, когда вы можете использовать машину в те дни, когда вам нужно. Например, вы можете забронировать, выбрать, где находится машина, оплатить и доехать до места, куда вам надо. Это все делается просто через приложение в телефоне. И, как говорят практики, водители, это не очень дорого. Хотела вам рассказать еще один очень интересный факт, который прочитала в интернете. Говорят, что в Москве люди проводят в пробках 12 дней в году. Как вам такое? Напишите в комментариях. Сегодня мы с вами выучили следующие слова, как пробка, авария, каршеринг. И, пожалуйста, слушайте со мной этот подкаст, учите новую лексику. Жду вас в следующий раз. С вами была ваша учительница Зинаида. До скорых встреч. Пока.